Здорово! И вот настала третья часть, точнее третья локация по проверке ее на количество формящегося опыта БП. Третья локация это будет кузня. Очень много о ней ходит слухов и комментов, и вообще ее возвышает к чуть ли не самой лучшей локации по фарму БП. Но так ли это на самом деле? Сегодня мы это и выясним. Сегодня я, как и в предыдущих роликах, буду фармить эту локацию и покажу, что у меня получится. Плюс проведу несколько тестов, подсчитаю статистику и покажу, какие вообще варианты фарма в этой локации существуют. А начать базово я хотел бы с закупа. Он у меня такой. Только вот патронов можно еще побольше брать, а то спойлер, они быстро заканчиваются. Снаряга, как и в предыдущих роликах, Сатурик, СТС-очка и дешевая сборочка на вес. Я уже не меняю снарягу, чтобы не портить условия эксперимента. Так вот, что по поводу забегов? А ничего, так что закупаем схроны и погнали. Let's go! Итак, первый забег. Приоритетом для меня будут ближайшие опорные пункты, которые находятся здесь. Чем ближе они к базовой локе, тем лучше, конечно. Но главное, чтобы они были вражескими. Прибежав на ближайшую часть от базовой локи, я пошел фармить споты Зевкаса. Зафармив один спот, я увидел, что обстановочка, так сказать, нестабильная в плане врагов и конкуренции. Увидев врага и шестерочку, я принял грамотное тактическое решение свалить отсюда подальше. Особого выбора не было, поэтому я побежал в сторону наймов и попутно поставил один схрон. И правильно сделал, что свалил оттуда. К сожалению, опорный пункт был союзным, и там фармились враги. Поэтому я пробежал чуточку дальше и там подфармил несколько спотов. Конечно, фармить именно так далеко и на вражеской территории я не хотел, поэтому думал, куда бы пойти дальше. Первым делом я решил для безопасности сложить самое ценное, то есть опыт. Так как ситуация на стартовой площадке не изменилась, у меня не было выбора, кроме как бежать в сторону Завета, попутно с дружком зафармив споты Зевкаса. К счастью, в центре был опорный пункт свободы, так что подфармить тут можно было плотно. Но, к сожалению, здесь были союзники, которые тоже жадно все фармили. Я поставил еще один схрон и стал также жадно и как можно быстрее выфармливать все, что здесь спавнилось. Вообще со спотов группировок очень бодро сыпет опыта, в отличие от зевкасовцев. Так что не считая конкуренции, это технически лучшее место для фарма. В общем, тут была просто гонка на скорость, кто быстрее прибежит и зафармит. К несчастью, начался выброс, и Сосыч не вовремя меня засосал. Так что из-за него, по сути, я умер. Но ничего, переждав выкидыш, я побежал на смерть, попутно фармя спотики. Залутав себя, я решил тут еще остаться и подфармить споты зевкасовцев. Хоть с них и меньше падает, но это лучше, чем ничего. В общем, доведя свой ган до изнеможения из-за клинов, словил перегруз. Я подумывал пойти на вынос. Позабирал все с хронов и пошел. За первую ходку у меня вышло 154 запечатки, а по времени я фармил 25 минут, учитывая все пробежки туда и назад. Если бы не смерть, уложился бы и в 20. Забег 2. Продавшись, починил свой дрын и двинулся дальше. Пока близко были зевкасовцы, грех было не зафармить их. Да уж, конкуренция оставляет желать лучшего. Игра на скорость. Подфармив еще парочку спотов, пошел на сторону наймов опять. Но тут также был наш опорный пункт, где фармились враги. Поэтому я пошел к Завету.
На миду не было ничего, а вот у заветовцев постоянные драки. Я решил отказаться фармить у них, так как постоянные замесы это пустая трата времени. Опыта на них не нафармишь. В общем, я вернулся опять на сторону долга и фармил зевкасовцев, потому что альтернативы не было. Все время я тут и продолжал фармиться до выноса. А опыта у меня вышло 115 запечаток. А по времени ушло уже поменьше, то есть 20 минут. Итак, до окончания часа эксперимента осталось 15 минуток. Кстати, в общем, ситуация тут называется «Кто-то начал и не кончил». Имеется в виду споты фармить. Начинали и не закончили. А теперь к нашему забегу. На третий забег мне повезло. Я сразу побежал в сторону наймов и тут занял очень хорошую позицию по фарму, где фармил все оставшееся время. Пофармил я 15 минуток и у меня вышло еще 112 запечаток. После чего я вынес все, что касается моего забега. Далее будет просто скучная ускоренная нарезка фарма, так что просто перемотайте на следующий тайм-код. Но вот информация, что я скажу дальше, будет вам поинтересней. Вообще, начать хочу с того, что именно получилось зафармить у меня, а это 381 запечатанный опыт, то есть почти 10 уровней, плюс за сами споты около 2 уровней. А по времени ушло на все это 63 минуты. То есть 12 уровней без особого напряга получилось сделать здесь на спотах. Но мой забег далеко не идеальный. Фишка в том, что 10-12 уровней в час будет фармить среднестатистический игрок. Тут еще фишка в удаче. То есть лучше всего фармить около золотых спотов. В идеале, в самом идеальном варианте, можно лутать и по 20 уровней БП. Но для этого есть несколько условий. Первое. Не должно быть конкуренции врагов. Второе. Фарм только около золотых спотов. Пока ты чистишь один, ресается второй и так далее по кругу. Если фармить зевкасовцев, то будет сыпать меньше опыта. Обычно с них падает от 2 до 16 запечаток со спотов. С заставы будет побольше, вплоть до 25. Но если фармить споты группировок, то с них падает еще больше опыта. Но это прям идеальный вариант. На практике, если вы не словите АФКшный сервак, вы будете лутать средние 10-12 уровней примерно за час. Теперь немного об АФК серверах. Не знаю, многие ли в курсе, но разрабы серьезно взялись за это дело. И за абуз АФК серверов теперь будут банить. Моя задача была вас предупредить, что я и сделал. Как этой информацией распорядиться, решайте сами. Ссылочку я оставлю в описании. В общем, если подытожить. Лучший способ фарма – это около золотых спотов группировок. Так можно выжить от 10 до 22 уровней в час, в зависимости от сервера. Но есть еще варианты фарма БП. Это сигналы и прикопы, о которых я делал раньше ролики. Прикопы понерфили, так что не сказал бы, что это актуально. Но можно комбинировать. Фармить и сигналы, и прикопы. По уровню это получится около 6-8 в час, но зато безопаснее, чем фарм спотов. Суть в том, что вам будут рассказывать, мол, здесь можно делать 30 уровень, ты чё, еблан, какие 10? Да, можно делать и 20+, но опять-таки для этого должны сойтись звезды на небе. Чтобы все удачно совпало и не было ни конкуренции, ни врагов, и идеальный золотой спот группировок. Обычный игрок, который просто зашел пофармить на кузню, будет делать около 10 уровней в час. К вопросу, имба ли это лока? Скажу, что да. В сравнении с Затоном и Лимой, тут можно фармить больше и намного комфортнее. Но есть и локация, которая составит конкуренцию этой, так что ждите следующие ролики.
На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр.